Трагедия на круизном пароходе «Адмирал Нахимов». Круизный пароход «Адмирал Нахимов» был построен в Бремени, Германия, и спущен на воду 24 марта 1925 года, первоначальное название судна «Берлин», а уже 26 сентября 1925 года вышел в свой первый рейс в Нью-Йорк. С 1939 года пароход «Берлин» стал использоваться как круизное судно в рейсах на Шпицберген или в Средиземное море. Всю Вторую мировую войну до 31 января 1945 года пароход прошел в качестве госпитального судна. 31 января 1945 года в Поморской бухте на рейде Свинемюнде «Берлин» подорвался на мине. Несмотря на пробоину, судно продолжало двигаться. Вскоре он получил вторую пробоину от повторного подрыва, и судно оказалось подтопленным на глубине 13 метров. Судоподъем был осуществлен 17 сентября 1947 года, после чего пароход был переименован в «Адмирал Нахимов» и позже был отведен в док Кронштадтского завода для частичного ремонта. С 1949 по 1957 год пароход «Адмирал Нахимов» проходил капитально-восстановительный ремонт на верфях в ГДР. С 1957 года в составе пассажирского флота СССР судовладелец Черноморского морского пароходства. В первом же рейсе, после капитального ремонта который состоялся 8 июня 1957 года, капитану Соболеву посыпались жалобы на плохую вентиляцию, духоту, отсутствие притока свежего воздуха. Пожарные заслонки постоянно падали, перекрывая вентиляцию. В каюты третьего класса воздух вообще не поступал. Лишь спустя некоторое время удалось обнаружить, что вентиляция в эти каюты просто не была подведена. Задыхающиеся пассажиры раскрывали настежь иллюминаторы, в результате чего при малейшем крене или волнении моря вода захлестывала иллюминатор и попадала в каюту. Быстро решить проблему вентиляции нижних палуб не удалось, и экипаж ограничивался полумерами, создавали по судну сквозняки. Большая осадка судна не позволяла принимать «Адмирал Нахимов» в мелководных портах прямо к причалу, поэтому приходилось производить посадку и высадку пассажиров на рейде и с помощью катеров доставлять на берег. Круизный пароход «Адмирал Нахимов» – советский пассажирский пароход. В течение 29 лет совершал круизные рейсы по Крымско-Кавказской линии. 31 августа 1986 года в 23 часа 20 минут потерпел крушение в 15 километрах от Новороссийска и 4 километра от берега. Погибли 423 из 1234 человек. 31 августа 1986 года пароход «Адмирал Нахимов», в соответствии со своим круизным расписанием прибыв из Ялты, пришвартовался в 14 часов ровно у причала Новороссийского порта. Согласно расписанию, судну предстояло стоять в Новороссийске до вечера. В 22 часа ровно, приняв пассажиров на борт, пароход отдал причальные концы и медленно отошел от стенки пирса, сопровождаемый двумя буксирами. Всего на его борту в этот момент находилось 1243, по официальной версии, человек. Во время разворота судна в акватории порта капитан парохода Марков запросил у поста регулирования движения судов информацию об обстановке на створах и на рейде. Пост ответил, что на пути судна и на рейде движения в настоящее время нет. Единственное судно, которое подходит со стороны Босфора, это сухогруз Петр Васев, следующий в порт под выгрузку канадского ячменя. Петр Васев предупрежден о выходе пассажирского парохода и обещал уступить дорогу «Адмиралу Нахимову» на выходе из бухты. Тем временем пассажиры «Адмирала Нахимова» начинали уходить на вечеринку в честь Дня шахтера. Кто-то лег спать или укладывал детей. По расписанию в кинозале должен начаться фильм «Я любил вас больше жизни». В это же время к порту Новороссийск на скорости 12,5 узлов приближался сухогруз Петр Васев. В 21 час 30 минут
На мостик сухогруза поднялся капитан Виктор Ткаченко и принял управление судном на себя. На мостике в это время также находился третий помощник капитана Петр Зубюк, который вел визуальное наблюдение за обстановкой. Виктор Ткаченко передал информацию о подходе и подтвердил, что уступит дорогу выходящему из бухты пассажирскому пароходу. Позже Ткаченко по радио подтвердил ту же информацию вахтенному второму помощнику капитана круизного парохода адмирал Нахимов Александру Чудновскому. Судоводители обоих судов вели между собой переговоры и договорились разойтись на выходе правыми бортами. Капитан сухогруза Виктор Ткаченко включил монитор системы автоматизированной радиолокационной прокладки курса для ввода информации и анализа обстановки сближения двух судов. В 23 часа капитан круизного парохода адмирал Нахимов Марков, задав обороты и курс судна 160 градусов, покинул мостик и, по его словам, направился в свою каюту. По другой версии, он ушел в каюту к генералу Крикунову, оставив старшим на мостике вахтенного второго помощника Александра Чудновского. Кроме него, на мостике парохода находились матросы Смирнов, Вышеренко, Фахриддинов. Александр Чудновский постоянно вел визуальное наблюдение за приближающимся по правому борту сухогрузом. Минут через 5, обнаружив опасное сближение судов, Чудновский вышел на радиосвязь с сухогрузом Петром Васевым и еще раз уточнил порядок расхождения, на что получил подтверждение, что сухогруз Петр Васев пропускает пароход адмирал Нахимов. Капитан Ткаченко продолжал работать. Третий помощник капитана сухогруза Петр Васев Петр Зубюк, наблюдая огни парохода адмирал Нахимов визуально, неоднократно указывал капитану Ткаченку, что машина переведена в маневренный режим, а пеленг на адмирала Нахимова практически не меняется, что говорит о возникшей угрозе столкновения. Свои доклады Петр Зубюк одновременно записывал в бортовой журнал. И уже после столкновения капитан Ткаченко стер эти записи в бортжурнале, вписал новые и нажал на Петра Зубюка, чтобы тот согласился с измененными данными, но тот отказался. Ткаченко, передоверившись показаниям, которые на мониторе показывал благополучное расхождение, на замечание своего помощника не обращал внимания. Лишь под действием настойчивых просьб с адмирала Нахимова он поднял глаза и увидел, что его судно на полном ходу идет прямо на пассажирский пароход. Через некоторое время Ткаченко стал отдавать команды в машинное отделение. Сначала средний вперед, малый вперед, стоп и сразу полный назад. Несмотря на то, что гребной винт уже работал на задний ход, сухогруз по инерции продолжал движение вперед, следуя на опасное сближение с адмиралом Нахимовым. На мостике адмирала Нахимова в это же время Чудновский, наблюдая за приближением Балкера, приказал изменить курс на малые углы, таким образом пытаясь уклониться от надвигающегося на него сухогруза. Чудновский отдал команду лево на борт. Рулевой только успел переложить руль лево на борт, как в 23 часа 12 минут произошло столкновение. Услышав 3 гудка и предположив, что подавать их может только Петр Васев, капитан Марков посмотрел в иллюминатор, но ожидаемого судна справа не увидел. Капитан решил вернуться на мостик и выяснить обстановку. Удар сухогруза застал его по пути наверх. Оказавшись на мостике, капитан Марков отдал команду лево на борт с целью выбросить судно на мелководье, однако рулевой матрос доложил, что судно руля не слушается. В этот момент у парохода затопило электрогенератор, и по всему кораблю погас свет. Капитан Марков, не имея возможности передать общесудовой сигнал тревоги и сигнал СОС по радио, приказал голосом объявлять по судну шлюпочную тревогу. Сухогруз Петр Васев, успев снизить скорость лишь до 5 узлов, вошел под углом 110 градусов в середину правого борта парохода. В подводной части Балкер вошел своей выступающей частью бульбом в корпус адмирала Нахимова на несколько метров в районе переборки между машинным и котельным отделением. Адмирал Нахимов продолжал по инерции двигаться вперед, разворачивая сухогруз и тем самым увеличивая размер пробоины в правом борту,
которая, по оценке экспертов, после расцепления судов составила около 80 квадратных метров. Машинное отделение было полностью заполнено через полминуты после столкновения. Пароход стал крениться на правый борт. Основное освещение через некоторое время погасло, и людей охватила паника. Через короткий промежуток времени запустился аварийный дизель-генератор на шлюпочной палубе. Заработало аварийное освещение, которое работало всего 2 минуты. Адмирал Нахимов тонул толчками, погружаясь кормой. Крен на правый борт уже был около 45 градусов, люди держались за леера и все, за что можно было ухватиться. Многие перелезали на левый борт и по нему сползали в воду. Многие люди оказались заблокированными в своих каютах. С тонущего парохода матросам под командованием боцмана Вильяма Лабоды удалось сбросить большинство надувных спасательных плотов, которые стали единственными средствами спасения для утопающих. Через 8 минут после столкновения, в 23 часа 20 минут, имея крен на правый борт около 60 градусов, адмирал Нахимов затонул. На месте крушения на поверхности воды оказалось около 1000 человек, перепачканных краской и мазутом. Второй помощник капитана адмирала Нахимова Александр Чудновский, который управлял судном в момент столкновения, сразу после удара спустился в свою каюту, заперся и утонул вместе с кораблем. Его тело было впоследствии поднято водолазами. В это время из порта навстречу сухогрузу Петру Васеву шел лоцманский катер с лоцманом Карповым для проводки сухогруза к причалу. Увидев накренившийся на правый борт пароход, капитан катера Лях немедленно прокричал в эфир: «Нахимов лег на борт». В 23 часа 35 минут катер подошел к месту катастрофы и приступил к спасению людей, одновременно передав по радио, что понадобятся буксиры и спасательные катера. О столкновении судов было немедленно доложено капитану порта Новороссийск Попову, который тут же по телефону отдал распоряжение всем плавсредствам следовать в район аварии для спасения людей. Первыми на место катастрофы снялись буксиры порта флота, рейдовые катера, малые пассажирские катера типа «Радуга», пассажирские суда на подводных крыльях «Комета». Одновременно команда следовать в район катастрофы поступила на пограничные катера. Уже работал на месте крушения, приняв на борт со значительным перегрузом около 118 человек. Часть пассажиров позже были пересажены на другие суда, подоспевшие к тому времени в район аварии. Рейдовый катер, приняв на борт пострадавших людей, в том числе и капитана парохода Маркова. Пограничный катер типа «Гриф» под командованием мичмана Гусева на полном ходу подошел к месту катастрофы и приступил к подъему пострадавших на борт. Всего в спасательной операции приняло участие 64 единицы плавсредств. Команда спасать людей была также отдана и команде сухогруза Петр Васев. Капитан Ткаченко приказал следовать малым ходом в район аварии. Ветер к тому времени разогнал волну до высоты в 2 метрах. Пострадавших людей ветром и течением стало относить прямо на сухогруз, и через некоторое время по обоим бортам плавало несколько десятков человек. Ткаченко приказал спустить на воду весельную шлюпку и мотобот, а также опустить парадный трап для приема пострадавших на борт. Однако парадный трап заклинило, и его спустить не удалось. В полночь 31 августа капитан Ткаченко доложил капитану порта, что адмирал Нахимов затонул. Всего за эту ночь экипажем сухогруза было поднято 37 человек и 1 труп. Сигнал тревоги прозвучал также и в Новороссийском высшем инженерно-морском училище. Курсанты, узнав о трагедии, немедленно вышли в море на яхтах, едва выгребая против ветра. Но к моменту их прихода на место крушения спасать уже было некого. Из Москвы была направлена правительственная комиссия во главе с первым зампредом Совета министров СССР Гейдаром Алиевым. Украинскую группу возглавлял секретарь ЦК Компартии Украины Яков Погребняк. Для расследования причин катастрофы из Москвы прибыла группа из 50 человек. В том числе несколько следователей прокуратуры и заместителей председателя КГБ, министра внутренних дел,
министры морского флота, транспорта и торговли, ответственные работники ЦК и других ведомств. С 1 сентября 1986 года на месте катастрофы работали водолазы. Они проникали внутрь корпуса парохода через отверстия, вырезанные в борту. Судно легло на грунт почти полностью на правый борт. Продольные коридоры превратились в узкие лазы, поперечные в шахты. В каютах и коридорах образовались завалы из ковровых покрытий, мебели, постельного белья и трупов. Большинство дверей кают заклинило, и водолазам пришлось извлекать из кают тела людей, предварительно взломав двери. Всего, по официальной версии, в результате катастрофы погибло 423 человека, 359 пассажиров и 64 члена экипажа. 820 человек спаслось. Однако найти и поднять на поверхность удалось не всех. 64 погибших навсегда остались под водой. 10 сентября, работая в помещениях затонувшего судна, погиб военный водолаз. 19 сентября попал в завал и не смог самостоятельно выбраться второй водолаз. После этого поисковые работы на затонувшем пароходе «Адмирал Нахимов» решением правительственной комиссии были прекращены. В марте 1987 года в Одессе в Доме культуры железнодорожников после почти полугодового следствия состоялся суд над капитанами Марковым и Ткаченко. Обоих признали виновными по статье 85 УК РСФСР и приговорили к 15 годам тюрьмы. В ноябре 1992 года указами президентов Украины и России оба капитана, один из которых отбывал срок наказания в России, другой на Украине, были освобождены. Капитан Виктор Ткаченко, сменив фамилию на фамилию жены, Тальор, эмигрировал в Израиль. В сентябре 2003 года яхта под командованием Виктора Тальора потерпела крушение вблизи Ньюфаундленда. Позже останки яхты и погибших людей, в том числе капитана, нашли у канадского берега. Похоронен Ткаченко в Тель-Авиве. Капитан Вадим Марков остался жить в Одессе. Сразу после освобождения работал в Черноморском пароходстве капитаном-наставником на пассажирских судах. После тяжелой болезни Марков умер 31 мая 2007 года в Одессе. Пароход «Адмирал Нахимов» до сих пор лежит на глубине 47 метров в Цемесской бухте. Экологической и навигационной опасности судна не представляет. Проектов судоподъема в настоящее время не существует. Район, ограниченный окружностью радиусом 500 метров, центром которой является место затонувшего парохода «Адмирал Нахимов», официально признан местом захоронения жертв катастрофы. Постановка на якорь, погружение водолазов и подводных аппаратов, а также любые действия, нарушающие покой места захоронения, в указанном районе запрещены.